Друзья, привет! Как вы уже заметили, мы продолжаем кататься на общественном транспорте. Сели в 36-й трамвай. Едем в сторону Стрельни. Конечная остановка Стрельня. Стрельна. Вот. Конечно, до Стрельни гораздо проще доехать, наверное, от станции метро Автово, там сесть на любой автобус, который идет в сторону Петергофа, и по пути выйти в Стрельни. Но еду на 36-м, сажусь на Кировском, сел на Кировском заводе. Это перекресток Васи Алексеева и маршала Говорова. Ну и попутешествуем по сталинским спальникам, улицам новостроек. Вот у нас сейчас будем поворачивать на улицу новостроек. Оцените. Улицу новостроек. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Комсомольская площадь. Вот, следующая Комсомольская площадь. Ну, трамвай по самой Комсомольской площади не идет. Проходит немножко в сторонке. Повезло, что подъехал трамвай новенький, свеженький. Как вы видите, низкопольный, трехсекционный. С системой кондиционирования. Вот улица новостроек у нас осталась, получается, за спиной. Ох, новостройки были в конце 50-х, в начале 60-х. Так, пройдусь вперед. Покажу вам, может быть, со стороны кабины. Как выглядит место пилота современного трамвая. Интересно, интересно. Так, что тут у нас? Следующая остановка — Корабельная Комсомольскую площадь такой по касательной будем проходить. Интересный ансамбль архитектурный выполнен на площади. Это дома, 3 дома полукругом вокруг кругового движения. Пересекаем сейчас проспект Стачек. У нас по правую руку осталась станция метро Кировский завод, и вот виднеются все эти здания большущего Кировского завода, некогда краснопутиловца. Комсомольская площадь. Ну и проезжаем, наверное, все-таки сталинский ампир. На Кронштадтскую улицу. В принципе, можно на 36-й трамвай сесть также и с метро Автово. Надо будет пройти чуть-чуть через дворы до улицы Кронштадтской. Корабельная улица. Да, Корабельная — это вот нам поперек, так что будем пересекать. Но едем мы по Кронштадтской сейчас.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Зенитчиков. Уважаемые пассажиры, при обнаружении подозрительных предметов и лиц сообщите кондуктору или водителю. Давайте покажу еще раз. То есть там кажущаяся пустота. Это и Кировский завод, и порт торговый там у нас находится. Вернусь в середину трамвая. В трамвае работает кондиционер, что нам говорит вывеска на форточке, просящая не открывать. Что-то проезжаем интересное. У нас проехали мы Санкт-Петербургская, Суворовская, училище, военное училище МВД. Вон как. Вот следующее здание, я так понимаю, оно на реставрации, на переделке, доделке. Это у нас был колледж судостроения и прикладных технологий, номер 25. Улица Кронштадтская, дом 5. Сейчас уже скоро должны будем выехать на виадук через через железную дорогу, через речку Красненькую. Трамвай работает без кондуктора. Вот здесь вот улица Зенитчиков. Это вот, если от Автова ехать, то садиться здесь. Но опять же повторюсь, можно было, если прям цель стрельно-стрельно, то это там 200-й, 201-й, 210-й автобусы, идущие от Автова. В принципе, и от ветеранов можно дострельно доехать. Но нам сегодня интересен трамвайный транспорт. Доедем до конечной Стрельне. Повторюсь, почему не сел на 36-й в самом начале, да по простой причине, не совсем удобный старт. Он такой между Нарвской и Кировским заводом, в глубине сталинских пятиэтажек. Поэтому доехал я до Кировского завода. И там буквально 3 минутки от метро. Станция метро Автова. По Васе Алексеева. Забавно, вот
трамвайные пути в этом месте осовременивают, делают такие, не знаю, как это, пандусы, что ли. Уважаемые пассажиры, не задерживайтесь на Сами пути. Проходите внутрь салона. рельсы, видимо, как-нибудь укладывают, шума. Не знаю, как это по-русски. Слушайте, так, подсело людей. Трамвай работает без кондуктора. Пассажиры обязаны ну, немного. оплатить проезд сразу У после нас сегодня входа в транспортное средство. воскресенье, На 15:00. Некогда здесь, на этой дороге, входящей туда до конца, до Жукова, был авторынок стихийный. Ну а тут уже дорога в порт. Ну и вот у нас под ногами речка Красненькая в зелени. И мы, можно сказать, покинули уже сталинскую застройку. Попадаем в Хрущево, в брежневские времена. Перед нами танк Т-34-85. На подстаменте за ним бруствер. То есть где-то уже здесь, в этом районе, где мы едем, была линия фронта. Здесь оборонялся осажденный немцами Ленинград. Также мы видим сейчас памятник блокадному трамваю. Здесь как раз вот пути уходят налево по ходу нашего движения. Это в трамвайное депо. Как-то вот я на одном из последних стримов говорил, что трамвай — это во время блокады был единственный транспорт, который действовал, существовал, передвигался в городе. Электрическая тяга обеспечивала тяговая подстанция номер 11 на Фонтанке у цирка. И 4 маршрута или 5. Вывозили раненых с передовой и подвозили новый личный состав, и провизию, и вплоть до уборки снега с улиц города. Так, знаете что? Я, наверное, сейчас, чтобы не бегать с палкой вдоль ока, я прицеплю экшн-камеру на присоску. Ну и сейчас будем ехать по улице вдоль улицы Стачек, улицы Проспекта.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Соломахинский проезд. Уважаемые пассажиры, не следует стоять у двери. Проходите. Я бы сравнил, или не сравнил, а проспект Стачек назвал Старопетерговской дорогой, которая возникла в ходе Северной войны для доставки строительного материала и рабочей силы к Оренбауму, к городу Кронштадту. Вдоль нее Петр стал создавать участки земли от обустройства загородных резиденций. Кронштадтская площадь. Уважаемые пассажиры, трамвай работает без кондуктора. Пассажиры обязаны оплатить проезд сразу после входа в транспортное средство. Ну, несмотря на то, что активная застройка уже в 1960-х годах в советское время началась, при этом сохранилось большое количество особняков, скажем так, прошлого. Тогда Петр I раздавал участки, там, начиная от Фонтанки и до Красной Горки, своим приближенным. Все участки были одинаковые, по 213 метров. И эта нарезка участков сохранялась вплоть до 20 века. По типовым проектам Трезине на каждом участке был построен усадебный дом. И для начала 18 века типовое строительство было очень популярным. Была необходимость быстрее застраивать город, а создавать для каждой усадьбы индивидуальный проект занимало слишком много времени. В тот момент выглядели усадьбы на Петерговской дороге, можно узнать благодаря путевому дворцу Петра I. Как раз к нему эта дорога наша и ведет. Но опять же, путевой дворец Петра I перестраивался не единожды. Он был деревянный, мешал. Ну а особое развитие строительства на Петерговской дороге связано с правлением двух императриц. Это Елизаветы Петровны и Екатерины II. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Белой.
остановка. Проспект Стачек, дом 111. Как раз сейчас виднеется там с деревьями желтое здание усадьба Александрина. Проспект Стачек, дом Парк 111. Александрина громадный. Трамвай работает без кондуктора. Идет там далее до ветеранов и через проспект ветеранов дальше уходит. Сейчас покажу вам противоположную сторону. Мы так едем. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Проспект маршала Жукова. Уважаемые пассажиры, трамвай работает без кондуктора. Пассажиры обязаны оплатить проезд сразу после выхода с транспортной станции. Электронные билеты прикладывайте к валидаторам на обочине. На маршруте работает фонтанизм. Можно сказать, большая часть маршрута 36-го у нас проходит по зеленым прекрасным аллеям практически. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Петерговское шоссе. Здесь у нас проспект Стачек переходит в Петерговское шоссе. Мы пересекаем проспект маршала Жукова. Сразу после перекрестка будем ехать вдоль Полежаевского парка. Справа у нас показывать не буду, в принципе, справа по правой руке, по правой стороне нашего движения тянутся брежневские корабли. работает без кондуктора. Осторожно, дверь закрывается. Улица Десантников. Там место есть. Так, если кому-то наскучил вид зелени, перемещаю
не запутаюсь в географии, в конце десантников будет всем известный петербургский рынок Юнона. Осторожно, двери закрываются. Наверное, это Следующая остановка. как в Москве раньше Митинский рынок радиорынком был, то вот в Петербурге Юнона был такой радиорынок преимущественно. Но сейчас, конечно же, это там частично барахолка осталась, какие-то торговля радиодеталями тоже присутствует, но по большей части это мобильники, скупка, продажа, ремонт, ну и тряпочная история. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Аллея Славы. Аллея Славы. Трамвай работает без кондуктора. Ровно так. У нас сейчас здесь где-то здание ЗАГСа Красносельского района. Улица Доблести. И прямо по ходу движения Южно-Приморский парк. Так, что у нас с другой стороны мы проехали, проезжаем. Вот у нас вот налево партизана Германа, а направо улица Доблести. Хоть трамвай работает и без кондуктора, но контролер имеется. Вот у нас фонтан. Так, я тут, наверное, вас прицеплю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Петербургское шоссе, дом 43.
проезжаем Дудинговский канал, и слева от него район Балтийская жемчужина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Пограничника Гайкалова. Так, а слева хотел показать парк Новознаменка. Опять же, все вот вдоль Петерговского шоссе. Очень зеленые территории. Так, а давайте я вас еще... Мы сзади не висели. Я сзади попробую вас прицепить. У нас и Балтийская жемчужина, жемчужина Плаза. Такой вот весь район жемчужина. Трамвай работает без кондуктора. Сзади было не очень приспособлено для съемки, поэтому я возвращаюсь. Ну, слушайте, я тут смотрю, все трамваи заменили как будто бы в этом направлении. 60-е новенькие, вот все 36-е, которые были навстречу, все новенькие. Петерговское шоссе, дом 59. Ну так-то он не очень понимает. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Железнодорожный переезд. Вот как по мне, это уже такая начинается зона, ну, не отчуждения, но точно не заселенная. По крайней мере, с правой стороны нашего движения. Слева так все парки и будут тянуться. Но вот судя по карте, конечно, Новосергеево с левой стороны, там за парком. Что, едем туда, потому что здесь уже прям совсем ничего. Железнодорожный переезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Санкт-Петербургское шоссе. Спортивный комплекс «Атлантика».
60 на линии есть. В этом месте трамвайные пути пересекают Торговское шоссе и уже следуют, опять же, параллельно ему, но с левой стороны. Следующая остановка – проспект Будённого. Будем сейчас проезжать два торговика, это Гиперленту и Леруа Мерлен с левой стороны, а справа у нас останется Троицко-Сергиевая Приморская, Троицко-Сергиева Приморская пустынь. Там мужской монастырь, кладбище при Троице-Сергиевой пустыни, Сергиевская церковь, церковь Григория Богослова, то есть такой нехилый православный комплекс, можно сказать. Так, всякие Леруа Мерлены нам не интересны. Сейчас я вас перенесу на правую сторону. Здесь будет остановка. Там за заправкой, за березами. На входе будет встречать часовня Спаса Несотворного. Кикинга.
счету этот ручей, можно сказать, и дал название этому месту Стрельно. В целом Стрельно довольно большой поселок, расположен на южном берегу Финского залива. Его название происходит от наименования шведской мызы, ну, или усадьбы, располагавшейся когда-то там. Называлась Стрелнахов. Ну и самое, как бы, такое доминантное место, которое там надо бы посетить или хотели бы посетить, это Константиновский дворец, нынешний дворец конгрессов, морская резиденция президента. Ну и на территории парка есть путевой дворец Петра I, о котором я уже немножко говорил. Тут уже, конечно, по ходу начались дачи современные. Остановка Кикинка. Это тут речка рядом Кикинка, которая наполняет дворцовый пруд, из которого впоследствии снабжаются и фонтаны Константиновского дворца, каналы. Поселок Стрельно. Конечно. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне камеры. Обещаю оставить Вот Петерговское шоссе и вот этот забор через дорогу. Это уже Константиновский парк и дворец. Сейчас я вам быстренько здесь финалиться не буду. Вот покажу трамвай 36-й, на котором мы ехали. Ну и легонько добегу. Возможно, увидим Константиновский дворец. Ну вот он уже нам показался прямо по кадру. Собственно, мы в Стрельне. Поэтому для тех, кто много слышал про Стрельню, но ничего не знает и максимум посещал Стрельню это проездом до Петергофа, в принципе, есть вариант и... Ну, не просто вариант, а есть необходимость съездить. Это все-таки Константиновский дворец. Просто так туда на экскурсию не попасть, надо записываться. Вот. Дворец путевой Петра I. Ну и как минимум выход
к заливу. Там яхт-клуб. То есть... здесь была усадьба графа Орлова, Орловский парк. С какими-то остатками былой роскоши. Собственно, вариантов много. Если вам наскучил парадный Петербург, и вы хотите из шумного города выбраться в леса и парки, вам дорога сюда. 36-й трамвай в помощь. Ну, как я и говорил, еще автобусы. Спасибо, что были со мной. Путешествуем дальше.